Дмитрий Казак, замглавы администрации президента, написал заявление об увольнении по собственному желанию. О чем вчера со ссылкой на свои источники сообщила РБК, а сегодня подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тут важно сразу проговорить две вещи. Первое касается места, которое Казак в нашей системе занимает. Он один из давних соратников Путина. И когда мы говорим «давних», то не допускаем никаких художественных преувеличений. Знакомы эти двое с 90-х, когда совместно работали в мэрии Санкт-Петербурга. В нулевых Казак вслед за Путиным перекочевал в Москву, где занимал самые разные должности. То в кабинете министров, то в правительстве, то в АП. Вторая важная вещь, которую необходимо проговорить – предполагаемая антивоенная позиция Казака, о которой в августе писала The New York Times. Казак, мол, еще в 22-м был против вторжения, а в этом году предлагал Путину начать таки мирные переговоры. Принимая во внимание два этих обстоятельства, поговорим сегодня о российской системе власти. О том, как она устроена, и о том, как из нее можно ненароком выпасть. Мы об этом много раз говорили и по поводу Дмитрия Казака, но повторим еще раз. В нашей системе власти принципиально невозможно выйти на пенсию. В западной культуре распространено понятие «стеклянный потолок». Его смысл в том, что в отношении женщин и меньшинств действует негласное карьерное умолчание. Они могут расти вслед за своими достижениями, становиться начальниками дивизионов, директорами направлений, ведущими инженерами, главными дизайнерами. Но на определенной невидимой планке подъем по карьерной лестнице заканчивается. Как бы компания ни корчила из себя инклюзивную и прогрессивную, смотрим на руководство высшего звена и видим ту же картину, что полвека назад. Белые гетеросексуальные мужчины около 50. Российское же начальство живет не над стеклянным потолком, а в стеклянном шаре. Внутри этого шара оно может перемещаться во всех измерениях. Сегодня ты министр, завтра вице-президент госкомпании, послезавтра губернатор, потом ректор крупного вуза, полпред или помощник президента, посол в Албании, спецпредставитель при ООН. Если вы посмотрите биографии топ-100 российских чиновников, то заметите, что шарахает их в диапазоне плюс-минус километр. От культуры в здравоохранение, от спорта в образование, от разработки идеологии до строительства олимпийских объектов. Главное, что должности плюс-минус одного калибра. В нашей системе ты не занимаешься чем-то конкретным. В ней ты, единожды став начальником, перестаешь им быть только в тюрьме или в могиле. Даже если ты дожил до состояния, когда не то что внуков, но себя в зеркале не узнаешь, кресло в Совфеде или в совете директоров какого-нибудь ВТБ под тебя таки подставят. Люди типа Владимира Якунина, бывшего главы РЖД, редчайшие и счастливейшие примеры, которые смогли случайно этот стеклянный шар как-то пробить, вырваться на волю, и теперь спокойно себе удят карасей, молятся Богу, возят благодатный огонь на Пасху, а их дети припеваючи живут себе в Европе без санкций и каких-либо проблем. Поэтому, когда не глава какого-нибудь глубоко убыточного РЖД, не чиновник второго эшелона, а близкий соратник Путина, всю жизнь отвечавший за самые важные проекты, где следовало по-настоящему преуспеть, а не разворовать все. Когда такой человек уходит просто на улицу по собственному желанию, это интересный новый поворот. Откуда вообще берется вот эта вот традиция, из которой почти нет исключений? Почему из системы практически невозможно выпасть окончательно? Перед нами, очевидно, слияние двух управленческих практик – советской и мафиозной. Сейчас продолжим, только прервемся сначала на небольшую рекламу. Посмотрите, пожалуйста. Есть шутка. Жизнь в России – это игра с повышенным уровнем сложности. И есть в ней доля правды. Нормальный интернет только с VPN. Чтобы поехать за рубеж, нужно пройти целый квест с оформлением виз и выбором маршрута. Чтобы расплатиться за границей, нужна карта иностранного банка, иногда несколько, ведь виртуальные карты не всегда подходят для оплаты. А именной пластик получить самостоятельно, без местного ВНЖ, очень сложно, дорого и долго. Чтобы все получилось, можно обратиться к специалистам, которые сотрудничают с проверенными банками и предложат сразу несколько решений под ваш запрос, от недорогих карт с бесплатным обслуживанием до премиальных счетов с открытием ИП. Такие специалисты работают в компании SkyZit. Они оформляют карты и счета в банках ближнего зарубежья – Казахстана, Грузии и других стран. Компания давно на рынке и уже помогла более чем 15 тысячам клиентов. Карты оформляются официально и удаленно. Именной пластик доставляют к вашей двери. Нам тоже такие выпустили, мне и еще нескольким сотрудникам редакции. Мы карты протестировали в разных странах, все работает.
Плюсы подобных карт – это приложение на русском языке, возможность пополнять переводом с российских карт прямо со счета в Сбере или в Т-банке. Курс валют при этом близок к курсу ЦБ, лишних конвертаций не будет. Сможете, как и раньше, пользоваться за рубежом различными Pay-системами, снимать наличные где угодно, оплачивать иностранные сервисы, бронировать авиабилеты, автомобили и отели. А еще у вас появится страховка путешественника, станут доступны ускоренные проходы в бизнес-залы в аэропорту. Оформить себе карту вы можете в удобном Telegram-боте или через менеджера. Вам понадобится только загранпаспорт любой страны или внутренний паспорт России. Поддержка сопроводит вас на всех этапах, от заявки в банк до первой аренды автомобиля. Обращаться к ним можно по любым вопросам. И все это без серых схем и по доступным ценам. У SkyZet даже есть рассрочка с первым платежом через месяц. По промокоду КАЦ будет скидка от 5 до 15 тысяч рублей. Переходите по ссылке в описании, активируйте скидку и верните себе привычный комфорт в путешествиях вместе со SkyZet. Так вот, продолжаем. В советской практике номенклатура существовала как отдельное сословие. Это как в классическом сословном обществе. Нельзя сегодня быть дворянином, завтра купцом, а потом опять немножечко подворянить, потому что само по себе выпадение из дворянства – это форма уголовного наказания. Фраза «сняли с должности» для члена номенклатуры в советское время было хуже слова «посадили». В отличие от систем более здоровых, в советской нельзя было сперва быть министром, потом профессором, дальше в бизнес пойти, а после снова вернуться в министры. Если тебя сняли, если вышибли из начальства, это гражданская казнь. Номенклатура была сословием. Попав куда единожды став начальником, ты оставался внутри нее до конца своих дней. Это была не только должность, это был отдельный ото всех образ жизни. Другие детские сады, столовые, рестораны, столы заказов, санатории, больницы, другая еда и другая одежда, по большому счету другая страна и другая экономика. Теряя должность, человек терял сразу все. Не только доступ к многочисленным благам, который обеспечивается принадлежностью к номенклатуре, но все связи, весь свой круг общения. Если тебя сняли, то вся записная книжка, все друзья, коллеги, даже родственники, если они тоже принадлежат к номенклатуре, будут шарахаться от тебя, как от чумного. Это страшное слово «сняли» будет сопровождать тебя всю жизнь. Ты никогда не найдешь приличной работы, никогда не восстановишь свой социальный статус, потому что нанять снятого – это гарантированный способ нажить проблем и себе тоже. По советской традиции уход с начальственной должности не смена работы, это тяжелое наказание. С мафией же история принципиально другая. Тут все понятно каждому, кто читал книги или смотрел фильмы про такого рода организации, от «Крестного отца» до клана Сопрано. Мафиозная структура четко делится между членами организации и повязанными. Попасть в ряды членов организации в классической итало-американской мафиозной структуре невероятно сложно. Можно всю жизнь проработать на преступную организацию, так и не став ее членом. Но если уж ты стал и дал клятву, то на тебя начинают распространяться совсем иные законы и правила поведения. Из статуса члена организации выход есть только и исключительно в могилу. Управляемость мафии строится вот на этом вот противопоставлении, на самом явном контрасте. Членство в ней приносит огромные деньги, но измена организации означает не просто утрату денег и статуса, она означает смерть. Люди, занимающие высшие должности в путинской системе, особенно ближний путинский круг, не просто должностные лица. Это люди, живущие в отдельном правовом режиме. На них действуют какие угодно понятийные умолчания, но только неформальные законы Российской Федерации. Принадлежность к этому кругу дает возможность обогащения в невообразимых масштабах. Каждый представитель высшей элиты должен в первую очередь понимать, что без Путина при любом другом режиме ничего подобного не будет даже рядом. Для каждого представителя элиты весь образ жизни, дворцы, яхты, бизнес-джеты, вся эта роскошь жестко привязана именно к Путину. Каждый представитель элиты должен четко понимать и понимает, что этот самый образ жизни, который они изо дня в день поддерживают, глубоко противоправен. Что каждого из них можно по закону посадить. Они живут на свете по доверенности. До тех пор, пока, во-первых, Путин у власти, а во-вторых, пока у Путина хорошее настроение.
Все их дворцы одновременно, во-первых, золотые гири, которые нельзя продать и с которыми через границу не побежишь, а во-вторых, вещественные доказательства в уголовном деле. Все их привилегии в любой момент может отключить сам Путин. И будет задан заведомо неотвечаемый вопрос. А как, собственно, чиновник с годовой зарплатой, в 20 миллионов рублей в год заработал себе на персональный Версаль? В любой момент окажется, что некогда рутинная практика, когда федеральный министр выносит 20 килограммов наличных долларов из офиса госкомпании, теперь не что-то среднее между походом в ресторан и баню, а прям преступление на прям реальный срок в колонии. И уж совершенно точно, любая другая власть, кроме самого Путина, даже если главным станет кто-то из того самого ближнего круга, так вот, любая новая власть, имея на то полные законные основания, в первую очередь пойдет разбираться с теми, кто при Путине сказочно разбогател. Точно так же, как члены мафии, путинская элита понимает, что у нее нет варианта не жить по понятиям, не подчиниться боссу. Потому что закон им не союзник. С точки зрения закона они все преступники. И только Путин стоит между законом и ними. На этом месте должно стать понятно, почему опция, где ты выходишь из этой системы по собственному желанию, должна быть полностью исключена. А то уж как-то все слишком сказочно, сладко и хитрожопо получается. Получается, что можно за счет путинской крыши бабла поднять на 27 поколений вперед, не опасаться в процессе ни ментов, ни чекистов, ни журналистов с их расследованиями. Везде и всюду тебя прикроют, а журналистов объявят иноагентами. В этой же фантазийной схеме получается, что как только запахнет жареным, как только сам Путин будет нуждаться в твоей верности, во время войны и санкций, например, можно просто взять и как кассир в «Магните» в полном соответствии с трудовым законодательством написать заявление по собственному желанию с отработкой в 2 недели, по истечении которых свалить в закат, выращивать гладиолусы на озере Кома. Но если так можно будет, то так все и будут делать ведь? Если бы так было можно, в первую неделю войны по российским начальственным кабинетам ветер бы гулял. Ни одного человека выше замначальника департамента в министерстве бы не нашлось бы просто. Половина регионов без губернаторов бы сидела. В Госдуме и Совфеде кворум бы не смогли собрать. Система не может так работать. Система должна доводить людей примерно до такого состояния, какое мы наблюдаем у Дмитрия Медведева, который в ужасе за свою жизнь танцует без штанов на Красной площади, который понимает, что окружен людьми ему неверящими и желающими его грохнуть, а бежать ему некуда. В этом смысле, когда об очень большом чиновнике, ближайшем путинском соратнике, начинают со всем усердием госпропаганды разгонять слухи, что он не только против войны выступал, но и американцев консультировал, как Путина от нее отговорить, когда его едва ли не прямым текстом обвиняют в госизмене, когда источник информации не анонимные сливы, не досужие домыслы, а само государство, и оно одного из ключевых своих людей буквально называет вражиной, когда он с точки зрения системы завершил самый главный грех, не поддержал босса и проявил нелояльность, и когда в итоге после этого всего следует не картинное задержание с изъятием наличности и съемками из судебного аквариума, а тихая отставка в никуда, это очень интересно и нетипично. Возможно, мы этого точно не знаем, но возможно, что уникальность казаку дарует его эффективность. Он всю дорогу для Путина кризис-менеджером и оперативным разруливателем нерешаемых проблем был. Он занимался имплементацией нового законодательства в отношении регионов, например. Победил региональную фронту, и пока Алексей Кудрин строил бюджетную вертикаль, он построил вертикаль управленческую, де-факто превратив страну в унитарное государство. Он справился со стройкой к Олимпиаде в Сочи. Да, украли на ней, конечно, много, что неизбежно. Но в нашей системе был реален вариант, где украли и не построили, а при нем украли и еще как построили. На зависть всем провели и существенно развили весь регион, где проводили. Отсталые советские курорты стали местами фешенебельного отдыха и феноменально дорогой недвижимости. На него легло все, что было связано с приведением аннексированного Крыма в приличный вид. Глобально справиться с этой задачей было невозможно. Серая территория останется серой, хоть ты тресни. Но в рамках административных полномочий было сделано все возможное. Поэтому, видимо, ему и можно вот так вот уйти. Он своим управленческим талантом выкупил себя из крепостной зависимости. Со всеми можно расправиться, а вот с ним оказалось нельзя. У него, что огромная редкость для системы, кроме лояльности, есть и реальные достижения.
Да, он служил системе и часто был очень эффективен там, где лучше бы не было никакой эффективности. Тем не менее, мы с изумлением должны констатировать, что у казака была своя позиция, что он оказался не готов, по примеру коллег, присмыкаться и подстраиваться до последнего. И применять свои управленческие навыки в том, что считает откровенным злом. Сам тот факт, что такие редкие звери в нашей системе в принципе водятся и даже какое-то время выживают внутри, а отдельные настолько эффективны, что даже расправиться с ними, выходит, не получается, это все очень хорошая новость для нашего общего будущего. До завтра.